Меня зовут Виталий, приветствую вас на своем канале My DIY. Сегодня хочу поговорить о кондукторах косого шурупа. И я думаю, многие слышали о таком соединении, возможно, есть уже у кого-то кондуктор. У кого-то крейговский, у кого-то китайский, вот так как у меня, например. Очень им доволен. Я думаю, купить себе крейговский. Но крейговский стоит гораздо дороже, чем китайский. И в этом видео хочу разобраться, стоит ли переплачивать, стоит ли покупать крейговский, или можно вполне себе работать с китайским. Взял специально у приятеля крейговский набор, чтобы сравнить. Так что давайте посмотрим. Я думаю, будет интересно. Предлагаю начать с китайского. Поставляется в такой коробке с названием XK1. Дальше ничего не понятно. Что в комплекте? Сам кондуктор. Я им уже пользуюсь около года, наверное. Сделан из металла, вполне добротно. Правда, здесь вот от сверла, если неправильно настроить, то появляются такие углубления. Ну, я думаю, что это на работу не влияет, так что вполне допустимо. Есть регулировочная упорная планка с зажимами двумя, вполне себе удобные, зажимают крепко, и здесь есть также шкала, она обозначает толщину древесины. То есть если у нас доска десятка, то выставляем 10 мм, и сверло будет выходить как раз примерно на середину доски. Но там есть погрешность в 1-2 мм, поэтому нужно все-таки делать контрольное сверление. Втулки прочные, из минусов скапливается стружка, не всегда хорошо отходит. Видел модели с выходом под пылесос, но есть сомнение, что это эффективно работает. Сбоку есть крепление, чтобы заменять направляющие втулки. Но я думаю, кондуктор быстрее сломается вот эта упорная часть, нежели износятся направляющие втулки. Хотя, все может быть. Так, что еще в комплекте? В комплекте шестигранник для регулировки ограничителя сверла. Само сверло, выполненное из сплава. Но вот по моим ощущениям сверлит хорошо, но с крэговским я еще не пользовался, так что сегодня будем сравнивать эти сверла. Штатное крэговское и китайское. Бита длинная, но не очень хорошего качества. Часть уже слезалась. Иногда я и пользуюсь, но чаще стараюсь обходиться штатными битными, где это можно использовать. Где удобнее использовать длинную, ставлю эту, но это бывает редко. Так. И в комплекте идут саморезы с заглушками. Это, конечно, китайский юмор, потому что пользоваться этими заглушками, я не знаю, в каком изделии можно собирать и использовать эти пластиковые заглушки. Очень некрасиво, неэстетично. Лучше замазать все шпатлевкой, нежели пользоваться вот этими заглушками. Но положили и положили. Еще есть в комплекте несколько саморезов. По-моему, они очень хорошего качества. Шляпка здесь плоская, не потай. Именно такие нужно использовать при соединении косой шуруп. Но я часто пользуюсь и черными саморезами, потому что такие в магазинах найти не получается. Или стоят они очень неоправданно дорого. Но в любом случае у меня в планах найти подходящие крепления, подходящие саморезы разных размеров, чтобы была именно плоская шайба. Просто нужно определиться, найти, какие у нас есть в регионе, и переходить на них. Вот все, что есть в наборе с китайским креплением. Теперь рассмотрим набор Крэга. Первый идет, что бросается в глаза, это наличие саморезов разной длины. Тут же с маркировкой. И заглушки. Они уже идут деревянные, так что в принципе ими можно уже пользоваться. Далее. Сам кондуктор выполнен полностью из пластика, только металлические направляющие. Если сравнить с китайским, то направляющие тоньше и они не меняются. Но опять-таки повторюсь, что скорее кондуктор, наверное, выйдет из строя, нежели придется менять вот эти направляющие. Регулировка под разную толщину доски происходит зажатием этих лепестков и выдвижением. Здесь с этого края и с этого есть незаметная, еле заметная маркировка. Но вот с моим зрением тут тяжело что-то разглядеть, она еле заметна, и это не очень удобно. Если сравнивать с китайским, то у китайского регулировка происходит намного удобнее. Но вот чем хороший этот кондуктор, это наличием вот этой площадки, это гнездо под фирменные крэговские струбцины, быстрозажимные. Им пользоваться действительно удобно, они очень плотно прижимают кондуктор к заготовке. Если сравнить с китайскими, то вот забегая вперед, скажу, что при затягивании обычными струбцинами, китайская струбцина постоянно уходит. Она начинает елозить вокруг своей оси, тем самым создавая неточность в пропиле. Тут, кстати, еще смещению способствует тяжелый вес китайского кондуктора, а вот крэговский он полностью пластиковый, поэтому меньше двигается. Хотя я еще не знаю, это мне предстоит только проверить. Далее. Также сверло. Посадочное гнездо есть немножечко другое. Я думаю, более универсальное сверло. По остроте ничего пока не могу сказать. Визуально оно такое же. Вот если сравнивать с китайским сверлом, они, наверное, почти идентичны. Диаметр у них одинаковый, возможно, отличается материал. Бита. Бита здесь другая. Шляпки саморезов имеют свою форму. И, соответственно, бита такая же. Но видно, что качество намного выше. Металл здесь другой. Далее у нас здесь в комплекте идет еще
ограничитель, так же как в китайском кондукторе, ограничитель и шестигранный ключ, чтобы затягивать это все на сверле. Вот весь набор. Единственное, что можно добавить, вот эти струбцины, но они, по-моему, продавались отдельно. Приятель мне их дал тоже на тест. Фирменные креговские, о которых я говорил. Давайте посмотрим, как они работают. Перейдем к практической части. Будем испытывать эти соединения. Начнем с китайского кондуктора. Щит у меня здесь 18 мм. На кондукторе я буду выставлять тоже 18 мм. Устанавливаю сверло и сверлим. Предлагаю сразу же использовать креговское сверло, чтобы сравнить. Сразу же столкнулся с трудностью. В мой патрон это соединение установить можно, но есть определенные трудности. Очень быстро его зажать не получится. Так, сверлим. По ощущениям, конечно, сверло креговское сверлит лучше. Ну что, смотрим. Вот это китайское сверло, вот это креговское. Волокна в сосне вырывает одинаково. Можно сказать, что качество сверления на одном уровне, а вот легкость сверления, конечно, креговское сверло заметно проще сверлить. Давайте теперь поставим креговский кондуктор. Нам нужно выставить глубину, так как у нас 20 мм, 18 должен поставить или 15, или 20. Давайте я поставлю 15. И здесь, соответственно, тоже. По-моему, это небольшой минус, потому что плавности регулировки нету. То есть здесь шаг в 5 мм только. Вот я смотрю, что волокна вырывает сверло так же, как и китайское, так что качество одинаковое, я думаю. Толщина доски 18 мм. Выставил я на кондукторе 15 мм. Видно, что она практически на краю. Так, ну что мы выяснили? Что разметка здесь не очень удобная, очень удобная система крепления. Есть у Крега быстро зажимные струбцины, кондуктор на заготовке. К слову сказать, у Крега есть станции, которые крепятся на столешницу, на стол, на верстак. Кондуктор стоит стационарно на столе прикреплен намертво, а деталь ты просто уже ставишь, зажимаешь и просверливаешь. Все это дело намного веселее происходит, быстрее. При больших объемах сверления такие кондукторы выручают больше, более удобные. Покрасил стол черной краской, чтобы детали выглядели контрастнее. Вот недостаток черной краски, весь мусор сразу виден. Так, давайте подведем итоги. Предлагаю сделать это, выявить плюсы и минусы сначала китайского, а потом креговского. У китайского, я думаю, что плюсы кондуктора – это цена. Второй плюс – это наличие удобной разметки, понятной, в которой можно сразу же разобраться. Еще один плюс – это сверло. Если брать сверло, то это посадочная часть. У Крега она своеобразная, под специальный патрон. У китайского более универсальная. Ограничители здесь одинаковые. Креговская немного лучше по качеству, проще пилится. Но, возможно, этому сверлу, потому что год, а креговскому сверлу приятель купил его совсем недавно. Возможно, оно новее, поэтому и лучше сверлит. И из минусов сразу скажу, что бита некачественная. Еще один минус – это вес кондуктора, который способствует перемещению по заготовке. Ну, собственно, все. Теперь плюс Крегов. Несомненный плюс – это посадочное гнездо под фирменные струбцины. Легкость кондуктора, что позволяет менее двигаться на заготовке. Плюс и тут же минус бита. Плюс даю за материал, минус даю за то, что Крег продвигает свои шурупы. Другие шурупы использовать с этой битой нельзя. Ну, всегда можно купить отдельную биту, конечно, и свои саморезы. Минусы. Это не совсем понятная разметка. К ней нужно привыкнуть. Но вот с первого раза разобраться в ней не очень удалось. Минус, конечно, цена. То, что он дороже, чем китайский аналог. Во всем остальном это оба отличных кондуктора, я считаю. Обоими можно пользоваться. Единственное, что был выбор, переходить мне на Крег или нет. Сейчас я понимаю, что переход мне не нужен пока, потому что есть китайский аналог, он отлично работает. А вот настольную станцию, быстро зажимную, я в ближайшем будущем хочу приобрести, потому что ей пользоваться и удобнее, и у китайцев таких аналогов я еще пока не встречал. Вот. Ну и струбцинный Крег. Попробовал ими работать, очень понравились. Быстро зажимные, мягкие, плавная регулировка. Но я видел, что есть аналоги наши. Попробую поработать с ними. Потом уже приму решение покупать креговские или переходить на быстро зажимные российские или китайские. А так система очень удобная, всем рекомендую. Вот такой обзор сегодня получился.
Надеюсь, информация была вам полезна. Старался передать вам свой опыт использования этих кондукторов. Конечно, я осветил не все нюансы этих изделий, не все возможности, я их, возможно, сравнил. Ну, так что напишите, пожалуйста, в комментарии, о чем я забыл. Я постараюсь ответить хотя бы в комментариях более подробно и помочь вам, если вы стоите перед выбором между китайским и крейговским кондуктором. Очень буду рад, если оказался вам полезен и ролик вам пригодился. Подписывайтесь на канал и до встречи в моих других роликах.